Приветствую всех зрителей канала. Сегодня у нас по программе будет, я думаю, что будет у нас две распаковки от зрителей канала. Первая у нас посылка будет, так, первая посылка будет Иван Сергеевич, СМТ Краснопавловка. Так, ну, не маленькая, скажу. И вторая будет как бы намного больше, и там вообще подписчик ждет как бы давно. Вот, поэтому все-таки пора уже. Так, кулек пустой. Все-таки пора уже с этим разобраться. Так, медяха. Медяха и латунь. И все, что ли? Странно. Так, проверяем. Так, ничего больше нет. Надо проверить, потому что мало ли вдруг радиодетали какие-нибудь или еще что-то. Да не, просто медяха и все. Тут латунь, но тут в латуни он какой-то пакет. Ну это, конечно, серьезно. Хорошо, что я проверил. Не надо было как-то отдельно этот пакетик положить. Я вот как чувствовал, что что-то еще есть. Ну, бывает такое, конечно, редко очень. Я стараюсь всегда внимательно полностью все пересматривать. Короче, контакты еще серебряные. Так. Ну, хорошо, отличненько тогда. Что я тогда иду тогда за весами, потому что я весы не брал. Вот. Сейчас тогда пауза. Так, в общем, весы я взял. Это очень хорошо, кстати, что первая посылка, она такая быстрая, потому что вторая будет, скорее всего, проблемная. То есть, как бы, непростая будет. Сейчас туда завесимся. Так. Нули есть. Пишем 3900 меди. 3900 на 320 есть. Такое дело. И латунька. Кило 100, короче. Кило 100, потому что баклажка. Так, кило 100 на 190. И остаются серебряные контактики. Так, эти весы нам больше не нужны, но они нам для второй посылки понадобятся. Вот. То есть, как бы, сейчас мы с контактами разберемся. Скорее всего, это магнитные. Нет, наоборот. Магнитных больше, а не магнитных совсем чуточка получается. Тут, короче, вот не магнитные получается. На меди немножко. Немножко на меди. И лигатурка. Сейчас покажу. Так, это выкидываем. Вот такие вот гантельки, короче, без отверстий. Это просто лигатура, мы ее откидываем, она нам как бы не нужна. Так, еще раз проверяем контакты. С контактами порядок. Это высыпаем в руку. Дарим весы. Так, по нулям 77,3, короче, пишу. 77,3 на сколько? На 22. Так, это мы можем убрать. Тарим в нули. Теперь у нас не магнитная. 11,6. 11,6 на 31,5. И на меди совсем немножко.
1,2, 1,2 на 11. Так, все, с этим мы разобрались. Можно это убрать пока в сторону, чтобы оно не мешало. Так, а это вчерашние два. Так. Ну и в принципе все, да. Что у нас получается? 1250 плюс, блин, что я вниз начал писать, ну ничего, 220 плюс, ладно, короче, калькулятор возьмем в конце видео, подобьем, потому что сейчас начнется вот это вот гадание цифр, вот. А сегодня день загруженный, поэтому не хочу допускать какие-то ошибки. Вот. Вообще, конечно, хотелось, но не будем время терять. Короче, переходим ко второй посылке, к большой. То есть там посылка, я думаю, что будет сложноватая. Ну и интересная, я так считаю. Так, короче, нелегкая посылка. Алексей Алексеевич, место Киев. Все, вот. Вид 8 числа, короче. Поэтому я как бы и сказал, что давно ждет подписчик. Такая бумажка. О, тут, короче, подарки. Подарки подъехали. Перчатки, скотч. Скотч, кстати, нужен. Быстро заканчивается. Ну и какая-то, я так понял, это как роба, короче. Вот. Сейчас я... Короче, вот такие вот подарки. Ну, супер. Подарков уже полно, если честно. Самое, что смешное, что перчатками я практически не пользуюсь. Вот. Так, жесткие диски с ноутбуков. Короче, буду раскладывать это все дело. Так, маленькие жесткие диски. Вот. Большой жесткий диск. Наверное, пакет с оперативкой. Вот, но я буду выкладывать, короче, тут все подряд. Я же сказал, что это будет очень сложно и в какой-то степени может будет интересно. Вот эти железячки, конечно. Короче, надо раскладывать. Сейчас я тогда коробку приберу и будем раскладывать на стол все это дело. Вот, потому что так это будет очень долго. Вот такая плата прикольная. Керамический камушек. Короче, я такие платы очень редко вообще встречаю, если честно. Так, будем их, короче, по сортам складывать. Это я вообще не знаю, такая какая-то непонятная плата. Так, Dell. Ну, какие-то, короче, может, компы были, я не знаю даже, что это такое. Так, будем складывать. Тоже какой-то интересный модуль. Короче, я даже я в таком не особо шарю. Вот. Вот такие вот платы. Ну, платы, конечно, интересные очень. Ну, как бы не бедные платки. Вот.
такие бедные попадаются. Вот. Короче, интересные платы, я бы сказал. Оперативка. А какой года нет? Ну, по году я бы не сказал бы, что сильно старая. Чина, блин, как бы... Не знаю, не знаю, не знаю. Похоже на какие-то эти... Может, майнинг кто-то, майнинг фирма. Вот, чем-то, конечно, похоже. Ну, не знаю, эксперты в комментариях напишут. Вот. Короче, эксперты в комментариях пусть пишут. Тут куча оперативки. Мост дешевый. Сюда куча оперативы вставлялась, короче. Такие модули. Такой модуль. Короче, даже не знаю. Я вот так вот разложу. Кто знает, кто в курсе, что с чего, пишите в комментариях, короче. Потому что я такие платы первый раз вижу. Вот такие вот, короче. Ну, в своем роде это материнские платы, как бы. Вот, просто специфические. Очень специфические платы. Еще оперативка. $256 мегабайт. Что-то очень древнее, короче. Железо на них, конечно, прилично. А вот этих плат уже гора растет, короче. Так. Не, я бы не сказал бы, что их прям тут много. А, вот это мост, наверное, отсюда отпал. Ну, вот это как сетевое что-то. Такие, в принципе, платы я уже встречал. Вот. Вот такие модули есть интересные. Ну, вот это по типу видеокарт. Ну, ценовая как бы категория такая, скажем так. Вот такие, допустим, это как бы, ну, они как бы дешевле на порядок, чем вот такие, да, но в принципе их можно будет как-то считать, не знаю. Может даже эти платы раритетные быть. Вот. Так. Вот такая еще плата. Ну, похоже очень сильно на, ну, на сетевое что-то. Я ее пока сюда положу. Так, ну и в принципе тут почти ничего не осталось. Мне тут уже и весы, наверное, негде будет ставить. Так, вот такая плата. Такая плата, короче. Это сюда. Это жесткого диска плата. Тоже какой-то модуль. Какой-то кусочек чего-то. Так, и пакет остался тут. В пакете у нас вот такая оперативка, короче. Сейчас я ее отсюда достану. Вот такая, короче, оперативка. Правда, тут железячки есть. Но оперативка, ну, то есть, как бы, вот, грубо говоря, да, вот этот ряд, это как бы одна планка, да, грубо говоря. То есть, как бы, можно сказать так, что это просто две планки на одной плате. Память здесь 32 гигабайта одной планкой. Но это не на обычный компьютер. То есть это какой-то, ну, то есть, ну, видно, допустим, у человека было, скорее всего, сервер какой-то, наверное, да.
IBM вообще 64 гигабайта одной планкой. Вот. Но не пишет, что за DDR. DDR сколько? Так, звонит кто-то. Короче, грубо говоря, это у нас оператива. Вот. Поэтому... Но какой именно, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 или DDR5, я не могу сказать. Но планка на 64 гигабайта, короче. Серьезно, 32, 64. Но это не на стационарный компьютер, как бы. Так, откладываем их в сторону. И еще один пакет там есть. Коробку убираем. Ну, интересное железо, я бы сказал. Очень интересная. Вот. И еще вот такая оперативка, короче, обычная. Ну, то есть простая, короче, скажем так, оперативка. На 1 гиг. Ну, то есть, короче, тут пакет ее целый. Сейчас покажу. О. Короче, пойдет. Ну, будем тогда, не знаю, начнем тогда. С чего бы начать? Надо место освободить под весы. Сейчас тогда немножко будем кучку. Немножко будем вот это вот все отсюда прибирать. И будем как-то... Вот это оперативка у нас. Вот. Так, будем как-то сейчас пробовать это взвешивать. Я думаю, что все будет в порядке. Короче, какое-то серверное сетевое оборудование, скорее всего. Ну, мне такие платы попадались, но как бы очень редко. Очень редко. Так, это мы прибрали. Опа. Так. Теперь весы нам надо парковать. Так, видно, да? Куда намылилось? Так. Нули есть. Все, отлично. То есть вот это у нас не дадут поработать. Алло. Здрасте. 2,50. Пожалуйста. Так, короче, вот эти платы у нас по типу видеокарт. Вот, идут. Кстати, тут на этих, допустим, ламелей нет. Может их просто... Да они не похожи на то, чтобы их отсюда кто-то срезал. Ну, видно, такие карты, короче. Короче, по типу видюх будет у нас. Вот. То есть они в каком-то плане все плюс-минус одинаковые. Такие вот. То есть тут есть и с дешевыми мостами, есть с дорогими мостами. Такие вот карточки. 840 грамм. Так, и что у нас еще под эту стоимость входит? Ну, вот эти, в принципе, тоже. Надо было их, наверное, первыми складывать, вот эти платы. Вот. Я бы не сказал бы, что они чем-то сильно отличаются. Вот такой вот здесь вот у них. Так, что они чем-то отличаются от обычных материнских плат. То есть что-то между материнскими платами и видеокартами. Вот. Ну, вообще, на самом деле, я бы лично советовал бы с таких плат вручную снимать вот эти чипы. Вот. Но, я так понимаю, подписчик просто нет времени у него на это заморачиваться. Но у меня тоже на это нет времени заморачиваться, поэтому я буду их взвешивать так, как они есть. Вот. Я этим просто заниматься не буду. Вот. То есть, либо уже снятые чипы должны быть, либо платы с чипами. Я как бы всегда всем советую снимать чипы, потому что, выгодней. Получается выгодней.
складываем вот эти платы. Ну, а там уже каждый как бы сам решает, что ему делать. Так, вес не видно. Видно. 4,4. Так, пишем. Где моя тетрадка? Я ее завалил платами. Эх, блин. Так. Так, ну тетрадку я достал. А ручку? Ручку. Где ручка? Так. Ищем ручку. Под весами нету. Короче, ручка куда-то исчезла. А, вот, все, нашел. Короче, пишем 4,4 на 150. Так, это мы убираем отсюда. Тяжелые платы, конечно, да. Ну, железо есть. Но я ничего не буду скидывать на железо. Почему? Потому что платы хорошие. Вот. Поэтому так. Теперь дальше. Вторая партия плат по 151 килограмм. Это что-то не то. Эту тоже можно. Эту можно. Вот эти можно. Под это дело. Вот это можно. Так, вот это у нас, скорее всего, жесткие диски были. Короче, вот эти платы я дороже посчитаю. Вот. Вот это сюда можно положить. Насчет этой платы я не могу ничего сказать. Ну, в принципе, я думаю, можно и сюда. Но на ней просто как бы ничего особо и нет на этих модулях. Так, вот это у нас графика. Что за... Интересно, что это вообще? Не пойму. Абракадабра, короче, все дела. Ну, какая-то графика, скажем так, да. Сюда ее. Типа видюхи что-то. Ну, вот эти, в принципе, можно будет посчитать дороже. Сколько их тут? Она одна такая плата. С двумя мостами, маленькая она. Вот, ее мы, в принципе, дороже посчитаем. Это у нас обычная плата. И это у нас обычная плата. И тут еще есть одна. Сейчас я ее достану. Ну, такая вот по типу, ну, скажем так, по типу материнки, да. Возьмем ее. 1,6 кг. Так, где записи? Куда я их уже вкинул? А, вот. А, и вот еще платы вот такого плана. Вот такого плана еще, короче. 1,740 кг. Короче, 1,750 кг плюс 1,750 кг на 150. Так, это у нас последние дешевые платы. И сейчас у нас получится будет взвешивание очень дорогих плат. Вот. То есть на самый последок мы оставили самые дорогие платы. Так. Эти к тем в коробку. Это как память можно будет посчитать. Так, вот это у нас будет, сколько она по весу? 150 грамм. Ну, не знаю. 150 грамм. 40 гривен я такую плату напишу. Вот. То есть дороже напишем ее. Надо будет сейчас не забыть записать. Ну, вот эти у нас пойдут реально, ну, как дорогие. То есть это реально жестких дисков платы, скорее всего. Тут даже есть надписи какие-то. Короче, считаем эти платы как платы жестких дисков. Это у нас получается, сейчас я запишу ту плату первую. Первая плата у нас
Тут отдельная 40 гривен, а тут у нас 157, короче 160 грамм. Пусть будет на 70 гривен, короче, вот этих плат. Вот. Потом у нас идет оперативка. Но оперативка у нас, короче, двух видов есть. Есть такая оперативка. Здоровая. Вот. Кило 460 на секундочку. И сейчас мы достаем нашу вторую оперативку. Это сюда попало что-то. Так. Короче, достаем вот такую оперативку еще. Клубочком смотанную. Раз. Так, это можно сюда положить. Это нет. Ну, эту положим. Ничего страшного. Еще оперативка. Что по характеристикам тут тоже 1 гиг. Ну, старая, короче, память. Старая, никому не нужная. Была бы DDR5, конечно, вот тут было бы классно, я бы сказал. Так, что это? Транзистор. Так. Что у нас в пакете? Короче, какие-то неприемные деталюшки в пакете остались. Оп. Так, это вообще что-то не то. И дешевый мост с чего-то отпал. Короче, вот так вот как-то. 3 килограмма 270 грамм. Плюс 3270 гривен. И, нет, это ж не все еще. И у нас еще, сейчас покажу, что у нас еще осталось. Жесткие диски маленькие. Кстати, на мало гигабайт. Так, с этого плату сняли. Этот с платой, с платой, с платой, с платой, с платой. Короче, все с платой. 73,4 ГБ, короче. Какие-то они нестандартные. Раз, два, три, 4, 5. Это у нас 100 гривен. Это 10 гривен. 110 гривен. И вот этот здоровый 30 гривен. На сколько гиг он? На 80, походу, тоже. Короче, 110 и 30 плюс 140 гривен. Ну и все, в принципе. Больше у нас ничего нету. Такая вот посылка. Я, кстати, думал, что будет намного тяжелее, а она как бы не сильно такая и тяжелая. Вот, то есть получается у нас 600. Вот здесь буду писать. 660 плюс 275 плюс 110 и 140. 250 плюс 3 270 равно, короче, ну, грубо говоря, 275 и 275, 550, 600, 800, 1460, 4460 гривен. Это у нас вторая. Вот. Общая сумма. А по первой я сейчас просто на паузу поставлю, на калькуляторе подобью. Так, в общем, что у нас получается? По первой посылке у нас получается сумма 3550. Это та, которая простенькая, легенькая, быстренькая, от подписчика Иван. Так, а вторая посылка у нас получилась на 4460 гривен. Я бы, конечно, не сказал бы, что она такая супер тяжелая была. Вот. Очень даже познавательная. На самом деле, очень даже интересные попались комплектующие. Вот такая оперативка, как бы, да, и интересные платы. То есть, кто шарит, с чего это такие комплектующие, как бы пишите в комментариях, очень было бы интересно услышать. В общем, спасибо всем, что смотрели этот супер интересный выпуск.
Желаю всем хорошего дня, приятных просмотров на YouTube. Всем спасибо, всем пока.